Доброе утро всем! Итак, ребята, вы не поверите, я в Германии. Только что заехал в Германию, мне еще 15 километров. Вел страну, как положено. Теперь еду на загрузку. Вот интересно только, адреса какие-то несовпадающие. Ну ладно. Позвонил вчера Жене, не дозвонился, думаю, справлюсь. В ЦМЛ-ке надо было написать адрес, куда мы едем, конечно, а вот инвойсе я не знаю, где там надо писать, или что надо писать. Печать где-то ставить надо, может быть. Не, инвойс это типа доставка заказа. Я не думаю, что там это типа очень надо или очень важно. Главное ЦМР. Там нету места для печати. Хотя я могу потом приеду на месте, проставлю везде печать на всякий случай. Инвойс типа доставка в голландскую фирму, эту же самую, только в Голландии. А здесь получается Германия. Вот когда заезжаешь в Германию, выходишь на националку, надо не забывать, что здесь уже ребята 60, а не 80. Ну, в 7:38 я буду на месте. Надеюсь, что не будет никаких тут проблем. Погода сегодня отличная. Сегодня, кстати, четверг у нас. 6 of April. Походу уже пришла весна. 0 градусов на дворе, но тепло. Там можно было другой дорогой поехать, по националкам, по Голландии. Но я решил по прямой проехать. Там немного там километров. 3-4 километра. Не, может быть и 10, но зато по автобану, грубо говоря, а не по националкам. Фиг его знает, за кем-нибудь там встанешь, типа меня, да, который будет ехать 80. И все, потому что там тоже 6 обгон запрещен на дорогах, да, передо мной стала машина и едет так, 80. И она туда пошла вправо. Я так ее не смог обогнать, потому что, ну, знаки. И я пошел прямо. Что-то у меня как-то пальцы болят от этого круиз-контроля. Ну, стал вспоминать, как тут круиз работает. И настройки дисплея. Я помню, потому что здесь по умолчанию, я помню, в дафе становится эко-вождение какое, да, у вас. А я делаю всегда, чтобы была скорость видна, не циферблат, да, типа как аналоговый, или как он там называется. Я делаю так, чтобы было, выводилось на дисплей digital, цифра. Так удобнее. Что там на это эко смотреть? Эко как эко, да? Так, 4,2 километра до поворотчика нам. Да, настроение хорошее. Сегодня четверг, как я говорил, но что-то я не знаю, что там завтра у них. Рабочий день, не рабочий день. Потому что завтра черная пятница, по-моему, или как она там называется. Пасха, накануне Пасхи. Поэтому должен быть, по сути, выходной и завтра, и в понедельник. То есть, по сути, пятница, суббота, воскресенье, выходные. И понедельник еще выходные. Но по Германии, по-моему,
ехать сегодня можно, в субботу нельзя. Нет, сегодня, завтра, вернее, нельзя, в субботу можно, и в воскресенье, и понедельник тоже нельзя. А по Голландии, как обычно, ехать не хочу. Но, сами понимаете, ехать ты можешь, куда ты поедешь, если будут закрыты все производственные склады и т.д. и т.п. Так. Ну что у нас тут показывает? Они, как обычно, говорят, гони 80, да? Но не тут-то было, ребята. Здесь 60. Вот другие. Я, кстати, сейчас и стационарный навигатор включил, потому что он показывает время реальное. 7:38 так и есть. Заехали в городок маленький. Будем ехать. Очень хорошо осознавать, что баги проверили чистый чип. Да, как я напомню еще, я, по-моему, говорил вчера ситуацию, что голландец, проверяющий, сказал, что с 1 апреля они уже начинают считать как 56 дней. Не знаю, как следует, во всей Европе, но вот так. Так что, ребята, если у вас какая-то другая информация, напишите в комментарии. Но вот в Голландии такая вот фишка, он сказал. Ну, то есть это не значит, что сегодня тебя на 56 дней проверить. Нет. Типа вот с 1 апреля твои данные должны будут храниться для проверки 56 дней. То есть если вы нарушили 1 апреля что-то, вы считаете весь апрель, и 26 только лишь мая это все удалится. Ну, не удалится, она, конечно, будет, если надо, вы можете сами проверить. Но проверяющий же не будет докапываться. Только с 26 мая. А 20 мая, например, он еще может докопаться. Так. Так. Ну, у меня, кстати, сегодня заканчивается то нарушение, когда я, помните, если вы смотрите мой канал, где я считал метры считал до заправки, потому что боялся, что чуть ли на железнодорожном этом самом переезде не остановлюсь, что у меня топливо заканчивается. Да, погнал тогда мне диспетчер, придумывал. Я ему просто сказал, что мне нужно будет заправиться, он мне дал точку, говорит, езжай туда до погрузки, потому что нужно загрузиться в 6 утра и доехать до Германии, до Лидла, потому что они работают до 2 часов. Ага, в итоге я, переработал немного, там 15 минут. Да, кстати, проверяющий, смотрел только на время отдыха, чтобы в этом плане было все соблюдено. Понимаете? То есть 11, 9, 45, 24, все дела вот такие. Но тоже странно, он никакую бумагу не дал. Сказал, что все в базе будет. Да? И вот немцы дают бумагу, а вот он почему-то не дал. Интересно. Кстати, к этому дафу начинаю привыкать уже. И сегодня уровень охлаждающей жидкости, кстати, не вышел. Обычно он первый, через 10 минут, как начинаешь ехать, он как бы минут 5, а может и 10 он
пи, типа стопинг. Но вот сейчас что-то сегодня ничего этого не было. Может, надо все-таки постоять минут 10, чтобы двигатель поработал, чтобы стрелка типа поднялась. Надо будет в следующий раз проверить. У меня поднялась стрелка, она была внизу, но поднялась. Я поехал как раз, и ничего этого не было, потому что выводит действительно из себя, но его в баню. Это дело, сами понимаете. Стоп, и check-engine горит. Потом он перестает, check-engine другой раз горит, другой раз не горит, но дискомфортно, я вам скажу. Ну что, еще 5 километров нам проехать. Везу я бигбэксы, или боксы. Я думаю, что выгружать их будут сбоку, с левой стороны. Я в понедельник с Женей грузился на Эску. Там надо было закреплять. После погрузки отъезжаешь на паркинг. Кстати, стоял на том паркинге, где я когда-то стоял ночь, помню. Один раз я приезжал, чтобы там магазин рядом Алди и Джамбо. Я приезжал специально в магазин заехать. Вот. Так, сейчас пришла информация, что вроде там на Эско при загрузке, когда первую палету загружают, первый ряд, нужно его закрепить. После этого парень, грузчик, грузит. Потом, когда заканчивается погрузка, он смотрит, чтобы вы закрепили последний палет. Тогда вы можете выезжать. И я только не понял, там надо крепить или не надо крепить остальные палеты. Вот это я не понял. Потому что до этого было: выехал на паркинг, закрепился и пошел за ЦМР. Первый и последний. Мы крепили же не все палеты. Тоже как-то тут все непонятно. Но я креплю еще все палеты не потому что там типа мне делать нечего. Понимаете, здесь внизу нету буртиков. Это раз. Второе, досок здесь всего 10. То есть, если 4 у нас секции, ребята, да, то по одной на каждую секцию, первая, вторая, третья, а на четвертой секции 2. Но 2 такие, чтобы перекладины эти ставить. Не такие, как обычно, да, зажимающие. Там специальные такие перекладины. Они в ячейки вставляются. Вот. Поэтому я даже не знаю, если груз поедет. Не, я понимаю, что прицепы, наверное, XL-овские для перевозки высоких палет. Но тут, с этим непонятно. Надо будет уточнить. Либо у Жени, либо у Андрея. У Эрика как-то не хочется это уточнять. Ну, или у коллег, которые ездят на простых, нормальных трейлерах, а не на контейнерах. Да, и очень интересно, конечно, что-то меня ждет на следующей неделе все-таки. На контейнера я пойду или я останусь на тент. Это действительно очень интересно и очень важно. От этого зависит и зарплата. Потому что контейнера работают 5 дней в неделю, а тенты могут и 6 дней в неделю работать. Не всегда, конечно, но могут. А тут, как вы знаете, да, оплата идет не каждый день, а только дни, когда мы работаем. Так, ну ладно, вот мы, по-моему, приезжаем, как там называлось, пластик. Delivery tomorrow, Vita Plastic.
дальше вот сюда, но будем сейчас смотреть. Будем посмотреть, как говорится. Тут написано Альфа. Видно ли это пластик? Ну, может быть, это она и есть. Индустрассе. Ну да, нам туда и надо, да. Индустрассе. Какой нарядный домик. Ну да, уже Пасху начинают встречать они. Маленький магазин, один, второй. Плайер Шеф. Протокол. Индустрасс у нас было 5, по-моему. Сейчас будем искать. Протокол. И это второй слева. Где же пластик? Вот, наверное, здесь. Надо искать, ну. Я туда заеду, оттуда потом выйду. Буш. Лайтенбоксен. Показывается он налево мне. Ладно, поедем налево. Там какая-то Альфа, Лайтенбоксен. Вот похоже там что-то такое. Паркинг какой-то. Один, два. Вот Индустрассе 5. Как тут заезжать? Hello, good morning. Is it the plastic, yeah? They start at 8. Yeah, no. I have the time for unloading from 8. No, I think it's not fixing time. But anyway, registration is here, yeah? And parking place here, yeah? Yeah, it was full. Now his place is one the other side. Ah, yeah. Okay, thank you. You're the first, yeah? I was here at 7. My chef said it start at 7. Ah, yes, but anytime need check in the Google, yeah? In the Google sometimes write it, which time is set. Sometimes, and Yeah. the time is the office time, and then Ah, yeah. 2 hours late. Yeah. The workers start at 7 and the office at 9. Yeah, but anyway, normal weather, can't wait. Okay. Ну что, сходил в офис, прекрасная женщина, дама, показала мне трейлер, 4 дня выходных у них, говорит, уезжаем, кофе налила, уезжает, говорит, на 4 дня в Голландию кататься на велосипедах, отдыхать, короче, уезжает, Шон Велс, так что вот так. Этот стал, конечно, офигенно, блин. Чудо, блин. Говорю, вот тебе куда? Туда. Че, говорю, тут стал? Мне же выехать надо, блин. Надо поехать туда. Все-таки поближе. Хотя ладно.
Постоим здесь. Ну, блин, молодец вообще, блин. Стоял там и стоял бы. Что сюда прилез, блин? Не, я могу, конечно, поехать вперед, там развернуться. Так даже будет лучше, наверное. Что здесь как-то... Ладно. Тебе сказал, подойдет, скажет, что и как. Поедем сначала на весы. Съездим. А потом уже... Блин, куда прицеп плохо воздух набирает, надо ждать. Не держит воздух. Я отдал. Она говорит, надо на весы заехать. Ну, сейчас аккуратно будет ехать. Ну давай, давай. Хотя Женя говорил, что здесь какая-то проблема с воздухом. Надеюсь, весы недалеко. Мне как-то они так загружены очень. Мне не нравится. Надеюсь, недалеко. У меня там груз не закреплен. Надеюсь, все в порядке. Вот засада, блин. Если где-то в другом месте находится, интересно. Где же тут взвешивание? Здесь, что ли? Интересно. Мне сейчас главное, чтобы не упал этот, не по... А, вовсе, вижу. Как-то не хочется мне, блин, проблемы.
На будущее запомню, что здесь сначала взвешивание здесь. Окей. Сорок тонн. Нормально, блин. Для Голландии вообще это ничто. Тем более у меня трехосник. Главное, чтобы, блин, я вроде нормально держится. Я штору закрыл. Надо написать, правая штора, блин, вообще, блин, плохо открывается. Замок сломан. А они, наверное, за весы здесь платят, поэтому отдельно весы, наверное, выгоднее так. Оплачивают что-то. Это нормально, я подъехал, сейчас меня с той стороны будет выгружать. Чтоб не разворачиваться. Отлично. Будем стоять здесь. Блин.